Добрый вечер, друзья! Очередной новостной блог на моем канале, подводящий итоги дня 15 октября 2020 года. Подписывайтесь на мой канал, и вы не пропустите ни одной значимой новости в России и мире. Сначала расскажу о нововведении в столице. Об этом рассказал московский мэр Сергей Собянин в эфире телеканала «Россия-1». С 19 октября в Москве вводится идентификация посетителей ночных заведений, открытых с полуночи до 6 часов утра. Входя в заведение, посетители должны будут сканировать QR-код, либо отправить СМС на номер 7377. Предполагается, что пользоваться новой системой будет 500 столичных ночных клубов и баров. Как пояснил Собянин, с данной просьбой представители вышеназванных заведений обратились сами, понимая, что они находятся первые в очереди под закрытие. Напоминаю, эта неделя решающая для столицы в плане ужесточения ограничительных мер. Уже с завтрашнего дня в столице начнет действовать предписание Роспотребнадзора, согласно которому перевозчики обязаны не пускать в транспорт пассажиров без средств индивидуальной защиты, даже если поездка уже оплачена. Пассажиры обязаны носить маски и перчатки. В публикации говорится об усилении контроля за масочно-перчаточным режимом в транспорте и участии в проверках правоохранительных органов. Теперь плавно к статистике. За истекшие сутки в России зафиксирован рекордный суточный прирост по числу смертей с COVID-19 – 286 пациентов. За сутки зафиксировано 13 754 случая заражения коронавирусом. Больше всего заболевших в Москве – 3952, в Санкт-Петербурге – 638 и Московской области – 439. За сутки из больниц выписали около 8400 человек. Гендиректор Национального медицинского исследовательского центра имени Алмазова Евгений Шляхта рассказал о двух причинах, негативно влияющих на течение коронавируса. Это ожирение и недостаток витамина D. Новости стран СНГ. Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров сообщил, что президентские полномочия перешли к нему, так как спикер парламента Канатбек Исаев отказался от их исполнения. Об этом премьер объявил, выступая перед своими сторонниками в центре Бишкека. Не оставим без внимания и спортивную новость дня. На тренировке российской фигуристки Александре Трусовой покорился уникальный прыжок – четверной Ридбергер. Надо отметить, что этот прыжок ни разу не выполнялся в истории женского фигурного катания на соревнованиях. 16-летняя Трусова известна исполнением сложных технических элементов в своих программах. На этом мой выпуск подошел к концу. Всего вам доброго и до новых встреч завтра 16 октября на моем канале. С уважением, Ренат.